Если физика, математика и другие науки являются науками в чистом виде, то у психологии есть одна проблема. Попробую объяснить ее на примере. Представь себе червяка, который ползет по земле. Он существует в двухмерном пространстве. На плоскости он двумерное существо. Но при этом мир вокруг себя он воспринимает как одномерную линию. Чтобы воспринять червяка как двумерное существо в координатах x и y, описать его поведение как двумерного объекта, нужно быть как минимум трехмерным, смотреть на него сверху. Например, птицей она умеет летать в трехмерном пространстве, но видит червяка как двумерное существо. То есть червяк полностью вписывается в ее восприятие мира, она его прекрасно видит, а он ее нет. Но при этом птица не видит саму себя. Это называется димензиальным ограничением. Суть его в том, что мир, который мы способны воспринять, всегда на одно измерение меньше, чем мы сами. Человек – четырехмерное существо. Мы живем в пространстве материального мира, который имеет три измерения объема – длину, ширину и высоту. И четвертое измерение – время. Но мы видим мир трехмерным и не видим четвертого измерения. Поэтому людям, которые изучают поведение и мышление человека, очень сложно. Фактически они пытаются описать поведение самих себя, при этом меняясь. А для этого нужно быть существом с одной степенью свободы больше, чем мы сами. Для этого нужно быть пятимерным существом. Именно по этой причине представители разных подходов психологии редко понимают друг друга и не дают полной картины. Каждый из них смотрит на человека со своей стороны и разрабатывает свои инструменты. У кого-то это линейка, у кого-то циркуль, у кого-то портновский метр, которым можно измерить еще и объем. Но все эти методы значительно упрощают представление о человеке. Поэтому в одних случаях они работают, а в других уже нет. И вот в 70-е годы в Америке два молодых аспиранта университета Санта-Крус, Джон Гриндер и Ричард Бендлер, создали модель, в которой обязательным и главным измерением поведения человека является четвертое – время. Большая часть психологов до этого времени анализировали контент, содержание мышления, содержание образов, содержание снов, смыслы. А Гриндер и Бендлер задумались о следующем. А как посмотреть на человека в процессе создания этого контента, в процессе появления этого ощущения, в процессе создания этого слова. И этот подход оказался очень продуктивным. На его базе был разработан метод, который позволяет моделировать любое эффективное действие и любую деятельность. Этот метод потом был значительно доработан. В него вошли разработки других ученых – психологов, нейрофизиологов, математиков и лингвистов. Широко считается, что они изучали опыт величайшего семейного психотерапевта Вирджинии Сатир и ее школы, работу и подходы великого гипнотизера Милтона Эриксона, труды философа Грегори Бейтсона. Но я бы добавил, что на самом деле основу этого подхода заложили русские и советские психологи Алексей Леонтьев, Петр Гальперин, Дмитрий Узнадзе, Александр Лурия, Алексей Ухтомский. Объединение этих многолетних наблюдений и научных исследований привело к появлению такого подхода, который был назван нейролингвистическим программированием, или НЛП. Он не имеет ничего общего с зомбированием человеческого сознания, каким его любят представлять продавцы шапочек из алюминиевой фольги. Это именно программирование, некая алгоритмизация действий и мыслительных процессов, которая позволяет быстро учиться и запоминать материал, преодолевать травмирующий опыт прошлого и формировать успешную модель будущего, правильно общаться и эффективно работать. Оно помогает нам более качественно и осознанно прожить свою жизнь, не вязнуть в процессах, которые того не стоят, выходить из деструктивных состояний и сложных ситуаций. Меня зовут Алексей Ситников, я доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор. Действительно член Академии политической науки и ученый-секретарь Национальной академии социальных технологий. Я лауреат нескольких национальных премий, в том числе премии «Медиа-менеджер России» в номинации «За вклад в развитие медиабизнеса», премии «Персона года» в номинации «Бизнес и политические технологии», премии «Серебряный лучник» в номинациях «Лучшая работа по теории пиар» и «Мастер». Я консультирую первых лиц российского бизнеса и российской политики. В 10-х годах 21 века я работал советником главы Сбербанка в команде, которая трансформировала банк и его корпоративную культуру. В конце 80-х годов прошлого века я привез метод НЛП в СССР и Россию, защитил под нему кандидатскую и докторскую диссертации. Мой курс посвящен психологии жизни и повышению ее качества через работу с собой. Из него вы узнаете, как улучшить коммуникацию, наблюдая за собеседником, как распознать ложь и манипуляции,
Как правильно формулировать свои мысли? Что такое транс, почему для человеческого мозга это естественное состояние и для чего его можно использовать? Что такое ресурсное состояние и как научиться быстро в него входить? Как научиться усиливать позитивный опыт и ослаблять негативный? Как уменьшить влияние травмирующего опыта и негативных чувств из прошлого на нашу жизнь? Как находить выход из проблемных ситуаций, бороться с вредными привычками и зависимостями? Как поддерживать свое здоровье и помогать себе выздоравливать? Как аккуратно и бережно относиться к своей психике и способствовать гармоничным изменениям в ней? Несколько лет назад Нобелевскую премию по физике вручили создателю теории струн. Она утверждает, что вообще наш мир десятимерен. Неудивительно, что нам так трудно понять его, жить в нем. Но поднимаясь над собой чуть выше, чуть ближе к своему четвертому измерению, мы получаем шанс обрести большую гармонию с этим миром. Давайте вместе попробуем это сделать.